Всем привет! Собака – лучший друг человека. Как приятно, вернувшись домой после долгого рабочего дня, встретить на пороге виляющего хвостом домашнего питомца. Однако к решению завести щенка нужно подойти обдуманно. Давайте разберемся, что нужно учесть перед этим важным шагом. Собака – это не игрушка, и ваш выбор должен быть осознанным решением, ведь это ответственность не на неделю или год. Животное проживет с вами 10-16 лет, и вы должны быть готовы к этому. Приготовьтесь к лужам и кучкам на первых порах. Так устроено, что щенки до 3 месяцев не понимают, где можно, а где нельзя справлять нужду. Щенки старше 3 месяцев становятся более чистоплотными, но не всегда успевают дотерпеть до улицы. И только с 6-7 месяцев при 3-разовом выгуле собака может терпеть, как и взрослое животное. Растущий щенок, оставленный без присмотра, способен произвести в доме разрушения, сходные с небольшим торнадо. Он будет все грызть, рвать, потрошить, даже имея собственные игрушки. Это происходит инстинктивно, из-за смены зубов, поэтому в этот период особенно важно уделять щенку много времени, приглядывать за ним и приучать к играм только со своими игрушками, а не с вашим ботинком. Также нужно быть готовым к ранним подъемам, прогулкам в любую погоду, а иногда и бессонным ночам. Подумайте заранее, кто сможет позаботиться о вашем питомце в случае вашего отъезда или отпуска. И да, собачья шерсть станет вашим постоянным спутником, с этим нужно смириться. И уборки будет раза в 1,5 больше. Решение завести собаку влечет за собой и немалые денежные траты. К этому тоже нужно быть готовым. Причем само приобретение собаки – это еще не самая большая статья расходов. На первых порах щенку потребуется минимальный набор вещей: миски для еды и воды, мягкий и надежный ошейник, поводок, расчески и щетки для ухода за шерстью, когтерез, подстилка и игрушки. Также надо приобрести средства для ухода за шерстью, шампунь для определенного типа шерсти, средства для обработки от эктопаразитов и глистогонные средства. Немалую статью расходов составляет корм. Он должен быть качественным, ведь от этого зависит здоровье и правильное развитие вашего питомца. Также потребуются услуги ветеринара, если вдруг ваш питомец стал недомогать или по графику намечается очередная прививка. И если вы все еще продолжаете смотреть это видео, то, скорее всего, ничто из вышеперечисленного не повлияло на ваше желание обрести верного четвероногого друга. Тогда давайте перейдем к выбору щенка. Итак, первое, о чем здесь нужно подумать, это зачем вам собака? Будет ли это охранник или компаньон, который будет сопровождать вас везде? Или вы хотите заняться спортом, охотой? А может быть, вам просто нужен друг для души, чтобы радовался вам, когда вы приходите домой? Исходя из этих и некоторых других характеристик, все породы собак были разделены на 10 групп. Первая группа – пастушьи и скотогонные собаки. Сюда относятся немецкая овчарка, колли, шелти, грюнендаль и некоторые другие породы. Это настоящие трудоголики, им нравится работать и служить человеку. Поэтому они наиболее пригодны в различных видах служб, таких как полиция, таможня, поисково-спасательной службе. Собаки этой группы нуждаются в постоянных тренировках для поддержания рабочей формы. Вторая группа – молосы. Это доги, пинчеры и шнауцеры. Сюда можно отнести такие породы, как боксер, ротвейлер, кани-корсо, шарпей, алабай, ньюфаундленд, кавказская овчарка, сен-бернар и некоторые другие.
Данные виды пород собак были выведены для охраны скота от диких животных и охраны имущества человека. Этих собак просто необходимо дрессировать, при этом нужно иметь большое терпение, жесткий характер и твердую руку. Но в результате вы получите надежного, дисциплинированного, верного друга и защитника. Рекомендуется заводить опытным собаководом, либо воспитывать под руководством кинолога-профессионала. Третья группа – это терьеры, такие как фокстерьер, бультерьер, питбультерьер, стаффордширский терьер, джек-рассел-терьер и другие. Все это изначально охотничьи виды пород собак, работающие по зверю, зачастую в норе. Смелые, выносливые, обладающие отменным здоровьем, они очень активны и подвижны, подходят людям с хорошей физической подготовкой и уравновешенным характером. Таксы выделены в отдельную группу, их 3 разновидности – стандартная, карликовая и кроличья такса. Это также охотничьи собаки, работающие по норному зверю. Пронырливые, упрямые, наглые и бесстрашные, очень активные. Если с ними не охотиться, то очень важно хотя бы долго и много с ними гулять. Пятая группа – шпицы и лайки. Сюда относятся все шпицы, охотничьи лайки, ездовые северные собаки, такие как самоед, хаски, маламут, а также чау-чау, американская акита, сибаину и некоторые другие. Группа довольно своеобразных пород. По своему происхождению эти породы собак довольно близки к своим предкам, но у каждого из них есть свое предназначение. Кто-то выведен для ездовой работы, а кто-то для охоты. Подходят активным, жизнерадостным людям. Эти виды пород собак требуют большого терпения в воспитании и дрессировке, умения поддержать свой авторитет. Очень важно учесть, какие навыки были заложены в данную породу при ее создании, и развивать их. 6-я, 7-я и 8-я группы. Здесь объединены охотничьи породы – гончие, легавые, спаниели и сеттеры. Их смысл существования – это охота, как одиночная, так и в группе. Поэтому им нужно дать то, для чего их создали. Такая собака без реализации своего предназначения может трансформироваться в трусливую или злобную особь, склонную к побегам во время прогулок. 9-я группа – это комнатно-декоративные собаки. Балонки, пудели, грифоны, китайская хохлатая, чихуахуа, той-терьер и прочие. Всех их объединяет то, что данные породы были созданы именно по особенностям внешности, а не по рабочим качествам. Но это не означает, что их не надо воспитывать и дрессировать. Наоборот, это необходимо, иначе они очень быстро начинают манипулировать своими хозяевами. И, наконец, 10-я группа. В нее отдельно выделены борзые. Русская борзая, уиппет, грейнхаунд. Это типичные охотничьи беговые собаки. Они покладисты к тем, кто им знаком, и преданы хозяевам, но бывают весьма агрессивны к чужакам. Если такую собаку не обеспечить возможностью много двигаться, то лучше даже и не думать о выборе этой породы. Таким образом, любая порода имеет свои особенности характера, воспитания и дрессировки. Все это необходимо учесть. В противном случае может случиться так, что собака не принесет желаемой радости. Вместо этого можно получить массу проблем и негативных эмоций. Для того, чтобы поближе познакомиться с той или иной породой, вам может быть полезно сходить на выставку, соревнования или просто пообщаться с владельцем понравившейся породы. Вот вы определились с породой. Но как же выбрать того самого малыша, который сделает вашу жизнь лучше? Главное – это выбрать заводчика, то есть владельца, матери или отца собаки. В первую очередь вам должен понравиться сам питомник. Там должно быть чисто, красиво и опрятно. Не стремитесь взять щенка сразу в первом питомнике. Посетите несколько, присмотритесь, и ваш щенок обязательно вас найдет. При осмотре щенков обратите внимание на их поведение и внешний вид. Щенки должны быть здоровы. Как это определить? В первую очередь щенки должны быть активными, хорошо кушать, и у них не должны слезиться или гноиться глаза или нос. Если вы хотите взять собаку для выставок, это отдельный случай, требующий опыта и знаний. Лучше обратиться к человеку, который разбирается во всех нюансах выставочной жизни, чтобы он помог вам в этом вопросе. Также при покупке щенка заводчик должен предоставить вам документы: договор купли-продажи щенка, щенячью карточку, которая обменивается на родословную после первой выставки, и ветеринарный паспорт с отметками о прививках.
Если вы тщательно выбрали нового друга и должным образом подготовились к его появлению, это событие может стать одним из самых радостных в вашей жизни. Он станет частью вашей семьи и будет любить вас без оговорок. На вашем с собакой пути, возможно, встретится масса трудностей, но мы верим, что вы обязательно справитесь с ними и получите взамен самые любящие и преданные глаза. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр и заходите еще. Всего вам доброго!